Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. Я хочу показать вам, как можно пошить подушечку на вот такой вот стеклоочиститель. Мы купили этот стеклоочиститель зимой. Вот это вот чистит снег, очень удобная вещь. Вот это вот вытирает его от влаги. Можно снаружи, можно снутри попробовать. И, к сожалению, вот такая вот подушечка, которая подавалась с этим комплектом, вот, она износилась, и мы ее выбросили. Ну, так как покупать вторую часть нет смысла, поскольку это еще хорошая, годная, долго послужит, я покажу вам, как можно пошить вот такую вот подушечку самому. Это очень несложно, делается из любой мягкой ткани. Вот так она выглядит с изнаночной стороны. Вот так она выглядит с лица. Вот так она выглядит без стеклоочистителя. Так она выглядит на стеклоочистителе. И сейчас мы такую подушечку с вами пошьем. Это совершенно несложно. Занимает времени буквально 10 минут. Для этого не нужны ни машинка, ни какие-то особые приспособления, никакой оверлок. Понадобится вам всего 2 руки. Вот мягенькая такая вот тряпочка, ножницы, иголка, нитка в контраст, чтобы не было заметно. Вот такая вот иголочка для того, чтобы продеть вот сюда вот резинку, вот сюда вот резиночку. И, соответственно, резинка. Резинка может быть любая. Вот такая вот. Или вот такая. Какая у вас получится. Итак, приступим. Для этого мы берем вот такую вот мягенькую тряпочку. Вот такую вот. И сейчас мы из нее сошьем подушечку на нашу деталь. Я переворачиваю эту тряпку, обвожу ее. Вот. Я уже заранее это сделала. Вот так вот. Обвожу вокруг. И теперь мы отступаем по 3 сантиметра с каждой стороны. Вот. Три сантиметра. Мы эту часть будем подгибать и сделаем такую, как пододеяльничек. Вот я кругом отступаю 3 сантиметра. Вот я кругом отступила 3 сантиметра, а теперь мы вот эту вот верхнюю окружность аккуратно вырезаем. Вот просто по намеченному контуру обрезаем. Вот у нас получилась вот такая вот деталь. Теперь мы берем нить контрастного цвета и обошьем эту деталь. Вот, отступя примерно 1 сантиметр, сделаем установочный шов. Это мы делаем для того, чтобы нам было удобно эту подушечку пришить, чтобы она была по размеру под наш очиститель. Стежки можно делать не очень маленькие, какие делайте, какие вам удобно. Главное, чтобы вы по краю соблюдали дистанцию. Если вы не можете как бы на глаз это сделать, то можно посередине между этими вот краями проложить еще один контур карандашом. Вот. Вот так вот у нас получается. Этот шов у нас установочный. Эту нить мы удалим.
Вот здесь я ее даже не буду закреплять. Вот у нас получилась вот такая вот деталь. И сейчас мы возьмем, начиная вот отсюда, вот этого ровного места, поскольку мы сюда будем вставлять резиночку, вот так вот аккуратно подгибая до вот этой вот нитки, мы его сюда пришьем. Чтобы вот эти вот концы хорошо у нас ложились, круглые, их можно обметать вот так вот и присобрать. Смотрите, я вам сейчас покажу. Вот. Вот так вот чуть-чуть. Вот так вот у нас получается. И нить мы даже оставим подлиннее, чтобы можно было ее потянуть. Вот, чтобы мы ее могли порегулировать. Вот смотрите, вот так вот просто вкалываете иголочку сюда. И вот на нее нанизываете вот так вот уголок. Нить, конечно, постарайтесь подобрать, чтобы она была цвета похожего на вашу материю, потому что она будет проходить полностью на наружную сторону, чтобы не сильно бросалась в глаза. Вот точно так же я прошла второй уголок. Вот, я его чуть-чуть сейчас расправлю. Вот, видите, вот так. Я когда буду его подворачивать, вот сюда вот, вот он уже так аккуратненько ляжет. Вот. Ниточку оставьте подлиннее, вдруг вам понадобится чуть-чуть подраспустить. Вот. И точно так же вот сейчас обошьем вот эту серединку. В принципе, желательно обшить бы всю заготовку, чтобы вот это не распатрывалось. Ну, я просто не знаю, насколько долго эта тряпка, эта подушечка, наш пододеяльничек будет долго служить. Возможно, нам придется пошить еще один, и может еще не один. Потому что деталь у нас, видите, какая хорошая. Это для того, чтобы вот эта сторона для того, чтобы очищать снег, а вот эта сторона, чтобы протирать. Поэтому деталь очень хорошая. Она прослужит долго. А вот эти вот тряпочки, они, конечно, недолговременные. И поэтому, чтобы не покупать заново вот этот такой стеклоочиститель, можно самому вот пошить такую тряпочку. Собственно говоря, чем мы занимаемся, потому что наша старая тряпочка прохудилась и потерялась. Вот, ниточку я регулирую, так что получилось вот. Смотрите, у нас здесь должна ширина быть, только чтобы сюда стала резинка. Вот, чтобы вот так вот это все пришилось. Потому что когда резинка станет, она подтянет всю эту конструкцию. Вот. Мы пришьем только по краю, чтобы только поместилась сюда, прошла на булавочке, только что прошла резинка. Больше нам не надо. Сейчас мы вот это вот все пришьем. Сделаем такой, как пододеяльничек. Пришивать мы начинаем вот с вот этой стороны, вот с вот этой стороны, вот с вот этой стороны. Вот так. Потому что сюда мы вставим резинку. Вот мы буквально 1 сантиметр отступаем, чтобы сюда пролазила булавка, втянуть резиночку. Я вам покажу. И все. Вот сюда, с этой стороны делаем узелок, чтобы его не было заметно. И вот таким вот швом обычным, иголочка за нитью, мы подшиваем нашу деталь, наш край. Смотрите, вот с этой стороны практически ничего не видно, и с этой стороны она сливается, стежки небольшие, с этой стороны тоже практически ничего не видно.
Вот доходим до вот этого вот нашего барашка. Вот он уже у нас подготовленный тоже вот так вот. Тоже мы его спокойно, без напряга. Не надо ничего не подкалывать. Вот он у нас вот такой вот есть. Вот. Мы его проходим, подшиваем. Вот, вот так вот это выглядит у нас. Вот. Вот так прошитый уголок. Дальше мы идем по прямой. Ничего сложного. Все легко. Если у вас есть машинка, вы можете сделать это на машинке. Моя машинка, к сожалению, сломалась, поэтому я делаю это руками. Вот. Вот так вот это выглядит с изнанки, вот так вот это выглядит с лица. И вот давайте вот так вот все вместе прошьем и встретимся здесь в начале. Вот мы прошли наш второй уголок, вот первый, вот серединка, вот мы проходим на второй уголок, вот. И выходим с вами на финишную прямую. Заканчиваем второй уголок. И вот тут вот уже у нас получается, мы здесь начинали. Здесь мы оставляем небольшую дырочку для того, чтобы вставить сюда резинку. Вот. Вот так вот у нас получается вот эта подушечка немножко великовата. Смотрите. Когда мы вставим резинку, она вот сюда это все прижмет. Вот сейчас я вставлю резинку и покажу вам. Вот так вот получилось. Смотрите, это с лицевой стороны. Практически, если подобрать контрастную нить, практически ничего не видно. Вот это с изнаночной стороны. Вот здесь я оставила маленькую дырочку. Я вставлю резинку. Вот эту установочную нить мы попозже чуть-чуть уберем. И вот эти вот нити, которые у нас вспомогательные, мы тоже можем обрезать. Вот сейчас я возьму резинку и вставлю в эту прорежку. Вот у меня такая самая обыкновенная резиночка. Я ее вставляю в иголку с большим ушком. Здесь я оставила эту иголку, чтобы зашить край, и вставляю резинку в наш пододеяльничек. Смотрите, чтобы конец не убежал, придерживайте. Вот если у вас такой иголки нет, можно использовать булавочку небольшую. Она тоже вот сюда хорошо пройдет. И хорошо у вас все получится. Вот. Я вытаскиваю второй конец, чтобы он у нас не убежал. Вот, два конца я бы даже сказала, что их желательно пришить. Ну, получилось неплохо. Вот получилась вот такая у нас подушечка. Сейчас мы примеряем ее на наш очиститель. И если у нас все получится так, как я задумала,
Мы вот здесь вот зашьем. Берем очиститель. Вот его ротик, вот его носик. Вот он весь. Вот смотрите. Вот так вот. Замечательно. Вот тут вот все резиночка подтянула. Видите, как получилось хорошо. Небольшой, не маленький. Вот, все тут хорошо стянулось резиночкой. И вот у нас получился вот такая вот лопаточка для чистки стекла. Раз у нас все получилось хорошо, я довольна, значит мы сейчас это снимем. Здесь мы закрепим, зашьем вот эту дырочку. Вот. Наглухо. Вот так растягивая, потому что у нас уже здесь резиночка. Поэтому, чтобы здесь не стянулось, мы должны подрастянуть ткань. Вот. Так. Вот, все. Вот мы зашили там, где у нас должна быть резиночка. Вот, закрепляем. Ниточку протягиваем сюда в серединку, чтобы она не болталась. Вот. Теперь мы обрежем. Вот у нас получилась вот такая вот пуговичка. Эту черную нить мы удаляем. Она нам уже не понадобится. Вот эти светлые ниточки мы просто обрежем. Не надо их удалять. Они не мешают. Просто чтобы их не было видно. Чтобы было аккуратно. Вот у нас получилась вот такая вот подушечка на наш стеклоочиститель. Вот. Вот так вот это выглядит с изнанки. Вот так это выглядит с лица. Если вам это видео было полезным, если оно вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, чтобы другие тоже могли его увидеть, распространяйте его. Вот. Пишите отзывы, пишите комментарии. Таких подушечек можно сделать несколько, если это износится. Вот. До новых встреч, всего вам наилучшего. Пока-пока. С вами была ваша Инна.